Сегмент ультрабуков – один из самых востребованных на рынке гаджетов. Все хотят что-то небольшое, удобное и мощное, и желательно дешево. Но такого не бывает. Этот ноутбук я купил себе сам. Оставлять его себе не буду, перепродам товарищу за те же 43 тысячи рублей. Для кино и интернета отличное решение. Нет картридера, великолепно откалиброванная качественная IPS-матрица на 16,1 дюйма, распаянная оперативная память, которую не заменить и не дополнить, при том, что реально используется только 6,9 гигабайта, а это прямо минимум в 2020 году. Интегрированная графика на 1 гигабайт, можно долго химичить и получить приличный FPS даже в пятом GTA. Но нет ни одного профа, который посоветует вам его для игр, а заниматься видеомонтажом на нем в итоге будет чистой воды болью. Но об этом вы узнаете только тогда, когда его купите. Он идеален для несложной работы с фотографией, максимальная яркость всего 337 кандел, это не космос, и автономность всего 5,5 часов. Не уверен, что найдутся те, кто смогут использовать его только на 50% яркости, чтобы получить 8 часов автономности. Мне ноутбук нереально понравился. Honor Magic Link — это, конечно, вещь, учитывая, что у меня Huawei P40 Pro. Сейчас расскажу подробнее. Tube 705, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стримы сохраняю. А сегодня я расскажу вам об ультрабуке Honor Magic Book Pro. Упаковка. У меня к ней претензий нет, но я покупал его на сейле. А вот тем, кто покупал его за полную стоимость, этот ультраэкономный пакинг может показаться легкой издевкой. Под распаковку я, как всегда, расскажу о его основных плюшках и минусах, вставляя результаты тестов. А в итоге, как всегда, дам свое заключение на основании моего опыта. Вес и габариты просто супер для такого размера. Экран с рамками меньше 5 мм, матрица IPS, контраст 1500 к 1, максимальная яркость 337 кандел, цветовой охват 103%. Рекламных обзоров с описанием на 5 минут прелести и калибровки этой основной плюшки данного устройства просто море. Кратко работать с фото – кайф. Экран – его основное достоинство. По сборке, кроме похабно сделанных USB входов, все отлично. И теплоотведение супер. Хотя будете играть, ноут превратится в печку вместе с блоком питания довольно быстро. И всем, кто думает, что это мелочи жизни, по ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть на мой обзор на игровой ноутбук Asus ROG Strix 702VM, который у меня все еще на руках. На нем я занимался обработкой видео 2 года. И 2 раза он у меня горел. И 2 раза по гарантии мне его меняли. Но это игровой ноутбук с дискретной видеокартой на 6 гигабайт. Его создали, чтобы он жил в режиме пекарни. Я не думаю, что Honor долго выживет в тех же условиях. Огромный плюс данной модели — это лицензионный Windows 10 версии, который идет в комплекте. Также блок питания максимум на 65 Вт, удобный, маленький и довольно длинный кабель Type-C для зарядки ноутбука. Заряжается ноутбук практически молниеносно. На 30% за 45 минут, за 1 час 24 минуты он заряжается на все 100%. После нагрузки ноут остывает моментально. Даже при активном использовании максимальный генерируемый шум у меня был около 40 дБ. Огромный минус для меня отсутствие любого вида картридера. 3 USB порта, 1 порт Type-C, вход под мини-джек и HDMI. Это очень хорошо, но недостаточно. Клавиатура не полноразмерная, и здесь целый ряд вопросов. Понятно, что колонки рядом с клавой играют хорошо, и это удобно, чтобы прослушивать музыку, но то, что они будут загрязняться в разы оперативнее в этих местах, это 100%. Камера в кнопке, камера спрятана под клаву, и теперь вместо 2 подбородков у вас будет 3 на картинке с камеры. Камера всего на 8 мегапикселей, и вы прекрасно понимаете, что она не фонтан. Основная магия в том, что эта клавиша без подсветки. Дичь, но факт. Выглядит очень странно, когда у всей клавиатуры есть подсветка, а у этой кнопки нет. К слову, пока не забыл, у этого ноутбука один из самых убогих биосов, которые я встречал. Минимальный функционал, но хорошо, что он обновляется, как и все драйвера, прямо с встроенной программы. Подсветка 2 градаций, очень тусклая, и автоматически отключается через 15 секунд. Может, сейчас вы и улыбнулись, но это дело однозначно будет вас в перспективе бесить. Тем более до сих пор производитель не изменил ничего, никак это не поменять. Тачпад большой, собран так себе, в темноте видны засветы, но это не критично, не все даже заметят. Клавиатура с малым ходом, тактильно топовой однозначно не назвать. Я, конечно, и на клавиатуре за 150 рублей могу печатать, но от этой восторга мало. Это вам не Lenovo. Да, и то, что в клавиатуре нет цифрового блока, при размерах ноутбука та еще печаль. Wi-Fi хорош. Его, кстати, потом можно заменить будет на 6-ю версию. То, что невозможно добавить
добавлять оперативку я уже сказал, но вы еще не должны забывать, что используется из 8 гигабайт оперативной памяти только 6,9. Модификация ноутбука с 16 гигабайтами оперативы, как вы понимаете, намного дороже. Все ради оптимизации. Реальная автономность 5,5 часов. И это даже не в играх. Если вы будете играть, жить ноут будет около 1,5 часов. Чтобы проверить, правильно ли встали драйвера после обновления драйверов, включаем YouTube 4К 60 FPS, любое видео, процессор должен быть загружен примерно на 16%, что очень даже хорошо. Есть ноутбуки 2019 года выпуска, есть 2020 года. В ноутбуках 2019 года выпуска вроде бы скрипит тачпад у некоторых пользователей, их просто очень много, поэтому я обязан об этом сообщить. У меня такой проблемы нет, хотя ноутбук 2019 года. Это была основная масса недостатков, теперь очевидные плюсы. GTA 4 идет хорошо при 60 FPS, стабильно. На версии с 16 гигабайтами оперативки можно даже 5 GTA оптимизировать под 50 FPS. Шумит ноутбук и правда по минимуму. Свободно тянет трансляцию двух параллельных видео и видеоконференцию одновременно. Сканер отпечатка пальцев кнопки питания работает мгновенно. Экран по цветопередаче яркий и сочный. Заявленный 100% sRGB можно верить. Honor Magic Link, если у вас телефон Honor или Huawei, просто нереальная вещь. Крайне удобно. То, что в ноуте нет за эти деньги датчика освещенности, в принципе не удивительно. Это удел дорогих моделей, и по мне с этим все хорошо. Конечно, нет шима у экрана. Разрешение 1920 на 1080 вполне достаточно, если вплотную экран не разглядывать. Цена по ссылке в описании к видео плавает от 43 тысяч рублей до 53 тысяч рублей. Зависит все от положения звезд и распродаж. Будут продавать опять дешево, однозначно скину в телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии данный лот. Пока сейл предвидится только 12 декабря. Резюмирую. Ноутбук с его 5-м Ryzen и интегрированной видеокартой однозначно не для игр, точно не для монтажа и 100% не может быть использован как замена стационару. Я, конечно, могу соорудить вам видосы, как все здесь плавно в игрушках, но объективно это не так. Играть можно, но радости мало. Для домашнего использования, если покупать до 43 тысяч рублей, он идеален. Я прекрасно понимаю, что мой формат чаще имеет критическую направленность, но я на этот ноутбук смотрю с позиции двух моих ноутов от Xiaomi и Asus. За 55 тысяч рублей альтернатив, если брать не на распродаже, этому ноутбуку на рынке просто море. За 43 тысячи рублей на данный момент с данным курсом альтернатив нет. Прошу не забывать, что основная миссия моего контента — найти недостатки. Достоинства вы свободно можете увидеть в других роликах или рекламе. Кстати, чтобы его крышка проходила тест на MacBook, можно сделать довольно просто. Достаточно немного открутить крепление. Но по мне это уже слегка извращение, хотя народ делает. Ноутбук из металла выглядит дорого, весит всего 1600 граммов, и, наверное, если бы не клавиатура, я бы его себе даже оставил. Но в этом и магия. Подписчики прекрасно знают, как много девайсов я себе оставляю для сравнений в перспективе, и дороже этой машинки тоже. Но этот девайс мне не так сильно зашел. Если еще делать обзоры на ноутбуке в моем формате, пишите в комментариях. Если нет, то напишите, не стоит. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.